Посмотрите, какая красота получается. Сыр тянется. Это, наверное, то, что по вкусу всем. Вкусно, просто и быстро. Все это о блюдах из лаваша. Сегодня мы с вами приготовим 3 классных, невероятно вкусных рецепта, которые меня всегда выручают. Очень надеюсь, что вы их тоже захотите приготовить. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. Нам понадобится 4 листочка лаваша. У меня, как вы видите, он круглый. Сейчас я их сложила стопочкой и аккуратно заворачиваю в рулетик. Рулетик готов. Теперь я его нарезаю ножом где-то через каждые 4-5 сантиметров. Совсем широкие полоски нам не нужны. У меня разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Дно я застелила бумагой для выпечки. Самыми простыми движениями рук каждую полосочку сворачиваем в рулетик и отправляем ее на дно формы. Это все происходит очень быстро. Вот такая заготовка для пирога с лавашом у меня получилась. Готовится все моментально. Теперь форму мы убираем в сторону. Я ставлю миску для смешивания. В миску я отправляю 500 граммов творога. Творог у меня 25% жирности. Добавляю сахар. У меня 1 столовая ложка обычного сахара, сахар с ванилью и половина чайной ложки разрыхлителя. Я добавила 4 яйца и включаю блендер. Посмотрите, какой невероятно нежный воздушный крем получился. Это будет супер вкусное и нежное творожное суфле. Делаем все еще вкуснее. Добавляю 50 граммов мака. Остается все только нежно, аккуратно перемешать. Ну просто посмотрите, какая красота. Тесто у нас уже готово, мы для этого используем лаваш. Остается добавить начинку. В этом вся прелесть этого пирога, что вот так ложечкой щедро мы добавляем начинку. И по сути у нас получаются вот такие трубочки с творожной начинкой. Все почти готово. Остается сделать вот так. Немножечко растрясти, для того, чтобы начинка распределилась равномерно. То, что покрыто не полностью, вас не должно смущать, потому что начинка очень поднимется во время выпекания. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Прошло 35 минут и достаем наш супер красивый румяный пирог из духовки. Невероятно ароматный благодаря ванильному сахару и нежному творогу получился у нас быстрый пирог с лавашом. И теперь самое сложное, даем ему 10 минут остыть. 10 минут прошло, самое время открыть нашу форму. Убираем то, что нам уже не нужно. И посмотрите, какой получается пирог. Еще он мне нравится за счет того, что его даже не обязательно резать. Просто берем и отламываем вот такую шикарную, простую в приготовлении творожную трубочку. Просто посмотрите, внутри большое количество вкусного творожного суфле. Везде получается по-разному, но очень вкусно, все пропитывается. Когда я первый раз приготовила этот рецепт, дети были просто в восторге, поэтому я просто не смогла не поделиться с вами вот такой красотой и вкуснотой. Обязательно приготовьте и напишите ваш отзыв. Рецепт номер 2 из категории «Гениальное просто». Мне понадобится 2 листочка лаваша. Я их разрезаю с помощью ножа для пиццы на 4 почти равные части. Я взяла металлическую форму на 6 ячеек и в каждую очень простым движением руки отправляю четвертинку лаваша. Обратите внимание, ни масла, ничего я не добавляла. Это абсолютно не нужно. Заготовка для завтрака готова. Нам остается всего несколько простых действий. У меня 50 граммов сыра гауда. С помощью ножа разрезаю его на 6 кусочков. В каждую корзиночку из лаваша на дно отправляю кусочек сыра. Остается разбить яйцо и отправить в корзиночку. Каждую корзиночку немного присаливаю, я предпочитаю сыпать именно на желток. Также по желанию вы можете чем-то еще дополнить, курицей, всем, что нравится вам. Но у меня самый простой рецепт. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошло 20 минут, и вот какая красота нас ждет в духовке. Достаем все и давайте пробовать. Достаем наш вкусный завтрак. Посмотрите, получается очень красиво, очень мило.
И самое главное просто. Остается макнуть лаваш в нежный желток и отлично позавтракать. Приятного аппетита! И напоследок просто моя палочка-выручалочка. Сейчас мы с вами приготовим минутки. Я взяла 2 листа лаваша, сложила их друг на друга и с помощью ножа для пиццы, вы можете использовать, например, ножницы, разрезаю на 4 части. У меня 2 яйца, немного их присаливаю и с помощью кисточки взбиваю. Этого на самом деле достаточно. Теперь каждый наш листик, кусочек смазываю смесью яиц и соли. У меня есть вот такой кубик сыра. Отправляю его на серединку, сворачиваю. И когда я сворачиваю, я еще смазываю яйцом, для того, чтобы у нас все отлично держалось и наши минутки получились именно такими, как мы их желаем видеть. Отлично, все яйцом смазали, с этой стороны тоже. Кладем швом вниз, посыпаем кунжутом. Получается очень вкусно и ароматно. На разогретую сковороду отправляем наши минутки, кладем их швом вниз. Я накрываю крышкой и оставляю на минутку. Минутка прошла, открываем крышку. Теперь переворачиваем наши минутки кунжутом вниз. Накрываем крышкой и оставляем еще на минутку на среднем огне. Минутка, конечно же, прошла быстро. Достаем наши красивые минутки с кунжутом и сыром, отправляем их на тарелочку. Посмотрите, какая красота получается. Сыр тянется, это, наверное, то, что по вкусу всем. И еще один вариант, который у нас в семье называется минутки детские. Уплетают за обе щеки. Помазали лаваш яйцом, присыпаем ванильным сахаром и мак. Красиво, вкусно и очень быстро. Теперь также с широкого края начинаем сворачивать, не забывая все это дело промазывать яйцом, для того, чтобы наши минутки отлично держались. И сверху также немного присыпаю сахаром и немного присыпаю маком. Швом вниз отправляем наши детские вкусняшки на разогретую сковороду, накрываем крышкой, готовлю на среднем огне минуту с одной стороны и минуту с другой. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такая красота с маком. Как я и обещала, быстро, вкусно и очень просто. Приятного аппетита! Вот такие классные, простые в приготовлении рецепты теперь есть в вашей копилочке. Я уверена, они вас так же, как и меня, выручат неоднократно. Если вам понравились мои рецепты, нравятся мои видео, оцените, пожалуйста, нашу работу. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем добра и любви.